Привет, друзья! Максимально дешевая Тесла. Вот тема сегодняшнего нашего видео. Я сейчас доеду за парнями, и мы обязательно расскажем об этом подробнее. И главное, в конце видео вас будет ждать легкий интерактив, поэтому обязательно досмотрите до конца. Итак, Тесла дешево. Это навязчивая идея, которая не отпускает большую часть, наверное, большую часть тех, кто интересуется в принципе этой машиной. Потому что машина эффективная, осталось ее взять как можно дешевле. И, соответственно, все, мы получим рецепт, как экономить на перемещении пространства. Взломаем систему. Но в этом взломе системы есть масса подводных камней. Итак, начнем с того, что в принципе, когда ТСК UA появилась, мы начинали с самых дешевых автомобилей Tesla. Мы их собирали и продавали. Но спустя некоторое время к нам пришла в голову мысль, что тратим времени и запчастей мы на машины дешевые и недешевые одинаково. То есть, соответственно, из нашей линейки откровенно дешевые автомобили Tesla начали уходить. Но из нашего сервиса они уходить не стали, потому что мы же принимаем машины и извне. И к нам начали приезжать автомобили, которые люди покупали. Которые покупали как умели, которые подбирали так, как умели те, кто им подбирали. И в результате все это вылилось пару лет назад в видео Tesla Ужасы 2, в котором мы показывали все те действительно ужасы, которые происходили с людьми, которые взяли автомобили Tesla, ну непонятно по каким причинам. Вот они как бы их купили, привезли, получили головную боль. И казалось бы, в принципе, что нас может не устраивать, Саша? Что нас в этой ситуации не устраивало? Потому что вроде как, чем более наряженную машину купит клиент, а у нас были клиенты, которые покупали машину без батареи, разбарахоленную, плюс еще и утопленную. Представляете, какой бонус? Приезжает ко мне такая машина, и мне ее надо собрать. Это же счастье. Клиент потратит огромное количество денег, и я вроде как должен заработать. Но есть момент. Момент заключается в том, что всегда при таком ремонте клиент недоволен тем, что мы делаем дорого и долго. И получается, что все те проблемы, которые возникли у клиента из-за плохого подбора, в итоге перекладываются на нас. И негатив весь, конечно, летит обратно же в нас. Поэтому благодаря нашему ресурсу TSK LA мы сможем побороть наконец-то корень зла. Мы подберем машину так, как надо подобрать ее правильно. У нас есть пример правильно подобранной машины. Вот смотрите, какая машина. Кажется страшной. Она сейчас уже на зарядке. Мы сняли с нее бампер, сняли все то, что было хлам сверху набросан. И, в общем-то, она вся целая. То есть вся целая. Вся морда у нее, вся вот эта часть, вся вот телевизор, все полностью целое, абсолютно. Цена 20 с копейками тысяч долларов за такую машину. Сейчас покажу весь удар. Сейчас вот Федя подсветит. Вот, так, чтобы было понятно. Диск под замену. Порог не под замену, под рихтовку. И вот вся часть. Здесь две панели порога. Вот внутренняя панель замята и внешняя тоже, вот она, подмята. То есть внутренняя должна была быть ровная, сейчас она кривая. И вот это основная причина того, что эту машину списали. Ну и внешняя здесь, крайне такое косметическое повреждение. Дверь надо поставить на место. Сам порог часто идет складка от таких ударов. Здесь ничего подобного нет. Все нормально. В принципе, ничего тянуть здесь не надо. Следующее. Вмятинка раз. И вмятинка на двери 2. Еще бампер. Но бампер лежал в салоне, мы его прикрутим назад. Также в машине есть фара разбитая и подушечка. Скорее всего, человек пользовался этой подушечкой. Ну вот. Когда вводил на автопилоте. Да. Вот результат мы имеем, она у нас. Классная цена, как для машины за полный привод. У нас по такой же цене есть машина не полноприводная, вот она стоит. И разница в том, что здесь пробега 60 тысяч миль, а здесь пробега 30 тысяч миль. Здесь есть полный автопилот с
который стоит сейчас 10 тысяч долларов. Здесь его нет. Ну и вопрос, который остается, а как же, собственно, эта машина выходит дешево? Ну вот теперь пример через пару дней, как выглядит эта машина. Ну вот теперь она выглядит так. Фары на месте, бампер на месте, дверь на месте, задняя дверь на месте, задний бампер на месте. В общем-то, машина не готова. Ну, то есть ее точно нельзя эксплуатировать в таком виде. Вот, как бы. Но если цель получить Tesla как можно дешевле, то, в принципе, ездить уже можно. Все нормально. То есть в таком состоянии она пригодна абсолютно для эксплуатации. Ну, понятно, что надо дособрать подкрылок и, ну, в общем-то, в техническом плане все отлично. Так с чего начинается магия таких сладких цифр? Первое и самое основное – это подобрать лот. Подобрать машину правильно, для того, чтобы у вас потом не возникло дополнительных каких-то трат на какие-то ненужные детали, которые вы будете докупать. Мы полностью проведем дефектовку, если вы того захотите, и погрузим в автомобиль нужные для ее восстановления запчасти. Так, Копард. И здесь первый сюрприз. То есть, если вот эта первая машина и последняя машина в порядке, то вот посерединке у нас наряженная машинка. Ну, корыто откручено. Прикручено на 2, да? Так тут ничего нет, смотри. Класс. Видно, что установлено крыло. Это видно. Вот тут вот оно было оторвано, вставлено. Также спереди у нас, видите, как красиво. Бампер стоит, и по фотографиям все нормально. А ни радиаторов, ни телевизора, ничего здесь нету. Все хорошо. Рекомендую к покупке, если хотите приключений. Бампер не от нее, радиаторов нет, морда стоит как бы на месте визуально. Но на самом деле все не так. Относительно целая. Это заднеприводная. Это Long Range, по-моему, задний привод. Long Range задний привод. Мне очень хотелось бы туда попасть, конечно. А сейчас попросим ключ. Для того, чтобы понимать, что творится. Но тут, по крайней мере, все на месте. Все на месте, реальная машина. Болты все на месте, не троганные. То есть она как была бита, так оно и есть. Единственное, посмотреть, насколько она бита. Третья тройка, Middle Range. Самое главное, что она честная. Да, Нет важно. здесь никаких проблем. Самое важное, если видите хоть какой-то намек на то, что наряженная машина, лучше ее обойти стороной. На самом деле машин много. Вот это вот весь удар, и он весь снаружи, и мы это все можем видеть. Единственное, что прижало бампер, снизу поломала поломала защиту. Вот. Но факт в том, что машина не наряжена. Уже плюс. Все, первая завелась. Кстати, обратите внимание, что крыша, вот она здесь достаточно сильно побита. Она вот прогибается, но не разбивается. Все стекла хлопнуты, все остальное отлично. Пошли к следующей. Наряженная. Не щелкнули контакторы, все остальное вроде как работает. Что там, куда удар дошел? Рейку разломал, зацепил лонжерон. Короче, радиаторов до нет. Самая разбитая нет. машина среди всех. Да, морды нет у нее. А выглядит так, как все. Самая собранная, да. Да, Морды нет выглядит вообще. самая собранная. При правильном подборе автомобиля, то есть при правильном ударе, вы сразу сэкономите огромное количество денег. По той причине, что вы можете не увидеть те или иные подводные скрытые камни, которые там есть. А мы уже как бы о них все знаем. Мы их уже изучили. И знаем, в какое место машина может быть ударена и что при этом ударе будет повреждено. История покупки лота не заключается изначально в стоимости. Если вы купили машину за 10 тысяч долларов, то это не значит, что итоговая цена будет на там, 5 тысяч долларов дешевле, чем, грубо говоря, если это такой же лот стоит 15. Может быть абсолютно наоборот. Если вы сэкономили на лоте 5, то в итоге
при машине, купленной неправильно, вы потратите еще на ремонт на 10-15 больше. Следующий пункт. Доставка с аукциона по Америке и доставка в контейнере в Украину, ну, либо в любую другую страну. И следующая доставка до пункта назначения, там, где вы, собственно, обитаете. Производится перегрузка автомобиля с одного места в другое. При этом автомобиль может быть поврежден. Мы защищаем вас от этих повреждений. Гид оранж. Это уже раздолбал только что эвакуатором. Посмотрите. Только что, да, пока везли, нанесли новое увечье. Пожалуйста. Бампера заднего нет. Дополнительных повреждений у вас не будет. По причине того, что автомобиль приходит к нам на базу, мы фотографируем на базе, и дальше вы получаете фотографии, когда машина выгружается с контейнера. Если будут какие-то дополнительные повреждения, то мы за это отвечаем. Один из важных пунктов в этой всей истории — это отсутствие котов в мешке. То есть мы несем стопроцентную гарантию за то, что вы не получите наряженную машину. И этого, когда мы доставляли машины из США, когда у нас не было своей базы здесь, такую гарантию нам не мог дать никто. То есть ребята как угодно, вот те, которые занимаются доставками, отправками и так далее, мы несколько лет назад работали с разными компаниями, пока не сделали свою самостоятельно. Никто до этого нам не мог гарантировать, что мы не получим кота в мешке. То есть они нам проверяли через какие-то базы, через еще что-то, пытались каким угодно способом, и также работают и с вами. Вам дают возможность выбирать, а эту машину выберите, или эту машину, или эту. Выбирайте, какую вам нравится. Дают возможность вам ее выиграть, а потом переносят ответственность на вас. Мы не даем клиенту азарта. То есть любой аукцион — это азарт. И если, допустим, мы бы вам давали кнопку, либо вы сами каким-то образом покупали этот автомобиль, вы могли купить его гораздо дороже, чем сделали бы мы это. Мы можем отпустить какую-то машину, взять другой лот. А вы бы переплатили. Все работают, собственно, через кого-то. Нету прямых поставок. У всех есть какие-то знакомые, через знакомых и так далее. Вот. Мы приехали сюда для того, чтобы сделать эту прямую поставку, сделать свою компанию. Мы ее уже организовали, зарегистрировали. Так что, собственно, мы первоисточник, наконец-то. Первое. Отсутствие котов. Второе. Отсутствие азарта при покупке автомобиля. Когда высветился значок Нигерии, ваш соперник, а вы издавна хотели Нигерию победить, то вы можете купить машину, которая стоит $20 тысяч в среднем, за 1035. Также мы машине, купленной здесь, сразу же можем сделать все электронные работы, которые только могут понадобиться. Что мы можем сделать, Федя? Да, практически любые работы. Пришить ключи, откалибровать замененные запчасти, поставить навигацию, сменить регион навигации, Подчинить подушки и починить включить подушки, обратно сбросить, суперчарджер и ЧДМ. Да, и гарантировать, что они не будут отключены. Никто никогда не делал калькулятор подбора автомобилей, поэтому мы его сделали. Это очень удобно. Цифры, которые там приведены, это усредненные значения из нашей базы 1С. И я бы хотел, чтобы вы посмотрели этот калькулятор, посмотрели цифры, посмотрели в принципе сайт, понаходили какие-то ошибки, потому что это бета-версия. Скорее всего, этот калькулятор постарается кто-то стырить, и он будет появляться еще где-то, но так, чтобы вы знали. Мы первые, кто его сделали, а вы первые, кто его тестирует. Обязательно протестируйте калькулятор, посмотрите, сколько обойдется ваша Tesla в вашей стране, и напишите все ошибки или все недочеты, которые вы увидели, в комментарии под этим видео. Спасибо большое, что смотрели. Правильных автомобилей всем нам. И удачи. Увидимся. Пока.